Всем привет, с вами Ганзи, и вы на новой части сюжета «Цепи судьбы». Как я и говорил в прошлом видео, донаты на эту серию я не собирал, потому что в прошлый раз закинули приличную сумму, и для того, чтобы сохранить качество серии, мне не удалось сделать часовую, и поэтому без всяких донатов. Но благодаря вашему активу вы видите следующую серию, и она довольно длинная, благодаря все тому же Деку, который в прошлый раз задонатил. Но вы не забывайте подписываться, ставите лайки, писать комментарии. Многие не ставят лайки, многие не пишут комментарии, хотя сюжет они продолжают смотреть, и он им нравится. Но, чуваки, я не думаю, что это сложно сделать, ведь я еще раз говорю, это все во благо того, чтобы сюжет выходил, чтобы поддержать сюжет как можете. Хотя бы активом. Ну а те, кто не подписаны, тоже вас не понимаю. Вы смотрите, вам нравится, почему бы не подписаться? Это не последний сюжет на этом канале, будут еще крутые видео, сюжеты, озвучки, да куча контента, который вас еще ждет. Поэтому подписывайтесь, не ленитесь. Ну и не забывайте залетать к нам в телеграм-канал, потому что там приходят уведомления лучше, чем на ютубе о новых видосах и стримах. Ну и также там в будущем скором будет эксклюзивный контент выходить. Ну, то бишь, возможно, будет какая-нибудь хентай-сцена в каком-нибудь сюжете, например. На ютубе я эти сцены не озвучиваю. Я их выкладываю в группу ВКонтакте, и теперь буду еще и в телегу, для тех, кто не сидит ВКонтакте. Ну, надеюсь, вы поняли, ссылки есть в описании. А это «Цепи судьбы», 27 часть. Погнали! Глава 27. Смертельное свидание. Мы двинулись вперед. Нечеловеческие зверства. Мы оба понимали, что это значит. Девушка-убийца, Шина. Она вновь решила устроить кровавую бойню. Но я обещаю, ей это не удастся. Внутри больницы стояла гробовая тишина. Неужели мы опоздали? У регистратуры валялись разбросанные бумаги, несколько тел местных анбу. У одного из груди было вырвано сердце, а ребра торчали в разные стороны. Грудина раздроблена в мелкие кусочки. Второй лежал прибитый к столу. Одно из ножек. Кишки были выпущены наружу и намотаны вокруг шеи. Зловонные массы кала выливались наружу вперемешку с кровью. Казалось, его рот еще двигался в попытке что-то сказать. Я посмотрел на Рин, но та лишь отрицательно качнула головой. «Такое бывает. Резкое сокращение мышц. Но он мертв». По ее голосу понятно, сколько раз она видела такие случаи. Мы чуть быстрее двинулись вперед. Я открыл дверь, ведущую в основной коридор, где были палаты пациентов. В тусклом свете ламп, что мигали от напряжения, я увидел ее. Те же белоснежные волосы свисали до плеч, а прядка закрывала один глаз. Все та же откровенная одежда и взгляд зелено-желтого глаза, пустой и безжизненный. Она выбивала двери одну за одной, разочарованно выдыхая, двигаясь дальше по коридору. В один миг она заметила нас и улыбнулась теплой улыбкой, будто бы встречала друзей, а не врагов. «Приветствую тебя, о юный воин. Так рада видеть я того, кто уважения достоин». Рин слегка напряглась, я же лишь сильнее сжал рукоятку катаны. «Шина, в этом и был твой план? Дождаться побоища, убить мирных, беззащитных жителей?» – спросил я, оттягивая время битвы и придумывая тактику для боя. «План? Ты слишком беспокоен, милый мальчик. Я лишь служу Джашину и волю исполняю». «Волю, значит? Сколько ты уже убила?» – процедил я, за спиной показывая Рин 4 пальца. Она начала осторожно готовиться, чтобы не выдать наших намерений. «Посмотрим. Охранник раз, за ним второй, там третий, четвертый. Но вот увы, и кончен счет. Здесь правда крайне пусто». «Пусто? Неужели в палатах нет людей? Куда они делись?» Скорее всего, Тамадачи предусмотрел такой вариант и, как только услышал вопли людей, что сдерживали эту маньячку, поспешил увести их в безопасное место. Не думаю, что у него было много времени, поэтому очевидно, что пациенты все еще в стенах больницы. Мне нужно как можно быстрее избавиться от нее или увести как можно дальше отсюда. «Надеешься отвлечь меня от цели? Наивно полагаешь затеять западню. Как жаль, но я не собираюсь играть
в твою игру?» Хитро улыбнулась она, слегка склоняя голову на бок. «К сожалению, для тебя здесь все и закончится», – громко проговорил я, готовясь к атаке. Шина не ответила, резко метнула свое оружие в нас. На такой дистанции, в узком проходе, у нее явное преимущество. Я не ожидал такой стремительной атаки, но выскочившая вперед Рин метнула один кунай в клинок, сбивая его скорость и траекторию, а затем ударила вторым. Орудие воткнулось в стену. «Обита, будь внимательнее», – сказала она, доставая новые кунаи. «О, дева юная, что ранее молчала. Я вижу, как внутри тебя сейчас от страха все дрожало. Ты моего любимого задумала забрать. Ну что же, знаешь, что такому не бывать». Шина стала выглядеть злее, хотя проявилось это лишь в голосе. Ее лицо по-прежнему оставалось таким же улыбающимся. Обита, кажется, у меня появилась конкурентка», – немного шутливо проговорила Рин. «А ты решил обстановку разрядить?» – смутился я. «Зато ты в себя пришел. Покажи ей, что значит иметь дело с шиноби листа». Хоть это был крайне неловкий момент во время такой серьезной битвы, но я и правда пришел в себя. Мы оба понимали, что сейчас нужно дождаться момента и применить тактику для атаки. Вредная девчонка. Но ничего, без языка не сможешь петь ты столь же громко. Шина, которая уже вернула цепь назад, сложила печати. «Техника каменных сюрикенов!» От стен начали отрываться куски, преобразуясь в подобие метательного оружия. Их количество было трудно сосчитать. Я активировал шаринган. «Ах, этот взор кровавых глаз! Возрадуйся, Джашин сама, убийца среди нас!» «Заткнись! Мои глаза не будут служить для твоего лже-башка!» Лицо Шина стало грустным. Она направила руку в нашу сторону, пока я и Рин яростно отбивали атаки. Минато-сенсей часто устраивал такие тренировки, поэтому в наших действиях не было ни одного лишнего усилия. Рин отбила сюрикен, что летел мне прямо в плечо. Я тот, что стремился попасть в ее правое бедро. Полная синергия. Нам не нужно было слов, ведь мы не просто команда. Шина лишь усмехнулась и усилила напор. Стена медленно истончалась. Лишь благодаря шарингану я успевал парировать все атаки. Рин хотела взять часть на себя, но злополучная цепь вновь бешено полетела на нас. Мои глаза знали траекторию орудия. Шина жаждала убить Рин, заняв меня усиленной атакой. Ее объем чакры как будто у двоих людей. Невероятный запас сил. Мне нужно применить камуи, иначе Рин попадет под удар. Рин метнула кунай, желая повторить предыдущий опыт. Но в этот миг цепь, словно змея, увернулась от броска и устремилась вперед. Времени оставалось мало, как вдруг в середину цепи между кольцами вонзилось несколько кунаев. Та натянулась, и я резко ударил по острию клинков, которые находились в конце цепи. Орудие с грохотом отлетело и вернулось назад к владелице. «Спасибо, Обита», – проговорила Рин, переводя дух. «Фух, я успел, но что это было?» Из прохода вылетел Тамадачи, он был одет в броню серо-зеленого цвета. Медлить нельзя, Шина обескуражена появлением подкрепления. «Тамадачи, в сторону!» – прокричал я. Наш друг быстро смекнул и отпрыгнул на лестницу. «Давай, Рин, тактика номер 4!» Четвертая тактика подразумевала исключительный наступательный потенциал. В ней уделялось меньше сил для защиты. Использование большого потока чакры подразумевало мощную атаку для быстрой победы. В случае, если противник был сильнее численно или способнее нас. По идее, Какаши поднимал нас с помощью техники земляной стены. Мы проводили атаку катоном по площади, а наш товарищ выскакивал из-под земли, добивая Чидори оставшихся. Рискованно, но оправданно. Сейчас нами нет Какаши, но Шина в замкнутом пространстве, поэтому у нас есть шанс. Рин набрала воздуха и применила дзюцу огненного шара. Ее атака должна быть немного раньше, чтобы я бил на упреждение. Шина, само собой, решила увернуться. Я выдохнул, набрал воздуха в легкие. Чакра внутри меня собралась в огромный ком. «Катон! Гоукаке наджутсу!» Мой огненный шар был больше того, что сделала Рин. Однако она очень преуспела. Неужели тренировалась без меня? Атака была удачной. Пламя охватило нужную площадь, покрывая тело противника. Мы отскочили назад, чтобы нас не зацепило. Вокруг запахло гарью. Пламя перешло на деревянные двери. Тамадачи выскочил и закричал. «Обита, придурок! Тут же недавно ремонт был!» «Чего? Придурок? Да я тут твою жопу спасти пришел, если ты не заметил. Потом об этом подумаешь». «Да я тебя!» – начал Тамадачи, но, увидев Рин, виновато опустил глаза. Ну вы как всегда». «Рин, я...» Мы не успели узнать, что хотел сказать наш друг. В облаке едкого дыма был слышен звон цепи. Я осознал, как мы недооценили противника, надеясь прикончить эту бешеную маньячку таким простым способом. Счет шел на секунды. Активировав камуи,
Я телепортировался к Тамадачи и оттолкнул его. Мне едва хватило времени, чтобы задействовать способность другого глаза и пропустить клинок через себя. «Обита!» – крикнул Тамадачи в ужасе. Цепь опять натянулась и вернулась назад, прошивая меня насквозь. Я нервно выдохнул. Зрительный нерв испытал сильнейшую нагрузку. В последнее время я часто использую камуэ, и это не проходит бесследно. В глазах все стало расплываться, будто бы я смотрел на мир, находясь под водой. Я встряхнул головой, картина стала четкой. Дым слегка рассеялся. Шина стояла опаленная, ее рука была в ожогах, но все остальное осталось невредимым. Только одежда слегка обгорела, обнажая и так бесстыжее, неприкрытое тело. Она потянулась в разные стороны, слегка раскрывая прикрытые части. Тамадачи почему-то вылупился, глядя то на меня, то на нее. Кажется, у него случился сильный диссонанс. Ну или с девушками у него и правда не ладится. «Вставай, чего ты слюни пускаешь?» – проговорил я, поднимая товарища. «Обита, ты жив, но я видел, как она прошила тебя насквозь. Давай позже поговорим, а?» – сказал я, чувствуя, что потратил приличное количество чакры. Мы слегка отступили назад. Рин прикоснулась ко мне, пытаясь определить мое состояние. «Обита, тебе не стоит сейчас нестись, сломя голову в атаку. Уровень чакры мал. Шаринган забрал у тебя много сил. Я ощущаю сильное перенапряжение в зрительном анализаторе». Я бы и рад, но, как видишь, наш противник на ногах и вполне готов действовать. Я и сам прекрасно понимал, что сил у меня хватит на 2-3 применения камы, и то, если я не буду тратить чакру на другие техники. «Я и Тамадачи прикроем тебя, пока ты копишь силы. Как только будешь готов нанести последний удар, дай нам знать», – проговорила Рин. Все это время я смотрел на Шина. Девушка лишь с равнодушием наблюдала за нами. Казалось, она ожидала чего-то большего и не хотела тратить силы на наши пустяковые планы. Эта маньячка оживала лишь в минуты использования мной сил клана Учиха. Видимо, она специально выжидает, чтобы вновь спровоцировать меня на использование камуэ. «Нам нельзя, чтобы она осталась тут», – проговорил Тамадачи. «Почему?» – вопросил я. «Там раненые. Я не успел вывести всех. Ваши шиноби в большой опасности», – прошептал Тамадачи, сжимая кулаки. «Тогда мы обязаны одолеть ее», – решительно произнесла Рин. «Нет, ты и Обита слишком важны. Позвольте мне самому разобраться». «Ты чё, в героя решил здесь поиграть?» – возмутился я, чувствуя боль в теле. «Ну не все же тебе красоваться. К тому же я виноват перед вами и вашими товарищами, поэтому верну долг». «Тамадачи, не нужно, я помогу тебе, вместе у нас больше шансов», – проговорила Рин, взяв его за предплечье. «Именно, поэтому я хочу дать вам этот самый шанс. Я видел, как вы синхронно действуете. Мы недооцениваем эту девушку. Думаю, теперь Обита и ты сможете одолеть ее, какие бы уловки она не использовала. К тому же, хоть я и не силен в дзюцу, но кое-какой козырь в рукаве у меня есть». Рин посмотрела на меня. Я понимал, что она не собирается бросать Тамадачи в беде, но наш товарищ прав. Если атака вновь будет сюрпризом, то кто-то из нас может попасть под неожиданный удар, а сейчас я не успею им помочь, покуда поток чакры восстанавливает свой ход по телу. «Ты уверен? Я спрашиваю лишь потому, что хочу взять с тебя обещание. Не дай ей себя убить». «Да-да». Как всегда заботлив. «Смотри, сейчас я покажу, на что способны шиноби скрытой травы». Тамадачи вышел вперед, разминая руки. Шина слегка склонила голову на бок, она выглядела озадаченной. «И еще одна помеха на моем пути. Готовишься стать жертвой, жалкий дурачок?» «Я многое слышала о себе, но чтоб стихами да дураком, тебе стоит поучиться, Обита», – съязвил Тамадачи, занимая боевую стойку. «Ты безоружен, мал и слаб. Совсем ты мне не ровня, но в сердце я не вижу страх. Начнем же, странный воин». Когда Шина сжала свою цепь сильнее, то послышался звучный, болезненный стон за одной из дверей. Это была палата, где лежали наши ребята. Лицо Шины оживилось, улыбка вновь засияла и стала похожа на маниакальную. «Услышана молитва, алтарь уже готов, и скоро здесь прольется ублюдков жалких кровь». Тамадачи занервничал, когда понял, что Шина желает ворваться в палату. «Похоже, мне все же придется вмешаться, не дожидаясь восстановления сил». «Не смей», – процедил он, делая шаг вперед.
Шина оживилась еще сильнее. Ненависть, кажется, ее раззадоривала. Тамадачи рванул вперед. Орудие противницы полетело ему навстречу. Лезвие опасно приближалось к лицу Тамадачи. В последнюю секунду он увернулся, позволяя острым клинкам пролететь вперед, и тут же схватил цепь, дергая ее на себя. Шина явно не ожидал такого, что стало ее ошибкой. На удивление, рывок Тамадачи оказался весьма сильным. Настолько, что девушка не смогла устоять на ногах и полетела ему навстречу. Кулак нашего товарища, что есть мочи, влетел ей в живот. Было слышно, как глухой выдох вырвался из ее рта, после чего Шина с огромной скоростью впечаталась в стену, безвольно обмякнув. «Это одно из направлений тайцзюцу деревни, стиль колышущейся травы», произнес Тамадачи, медленно подходя к врагу. «Я никогда не славился идеальными показателями по боевым техникам, но мой учитель передал мне этот стиль боя, чтобы я мог защитить моих товарищей. Я не дам тебе нанести вред никому в этой деревне». «Ух ты!» – удивилась Рин. «Не знала, что Тамадачи силен в тайцзюцу». Пижон», – пробубнил я, медленно вставая. Тамадачи нанес Шина еще несколько ударов, но в ответ послышался лишь смех. Тот самый дьявольский, неукротимый, с жаждой убийства. Теперь это уже не та Шина, что сражалась с нами. Она вновь переменила личность. «Тамадачи, не дай ей прийти в себя!» – крикнул я. «Понял», – ответил тот, нанося удар за ударом, пока тело Шина не перестало шевелиться. «Фу, вроде бы отрубилась. Хорошо, что ее атаки так Он не успел закончить. Острый клинок блескнул в темноте одной из палат позади нашего товарища. Я навсегда запомнил этот момент. Быстрое, едва уловимое даже моими глазами движение. Удар, что рассек плоть и кость, отсекая обе руки сразу. Тамадачи не успел даже вскрикнуть. Он тут же потерял сознание и упал на землю, истекая кровью. «Тамадачи!» – крикнули я и Рин в унисон. Из тьмы палаты вышла Шина. Ее глаз был малиновым, а прядка сместилась на другую половину лица. Она облизывала окровавленный клинок и говорила с разочарованием. «Блять, а сколько гонору-то? Я никому не позволю. Бе-бе-бе, у меня маленький член» и так далее. Боже, какие же наивные ебантяи кругом. Увидев меня, она сказала: «Что такое, урод? Думаешь, я тебя забыла? Из-за тебя на моем милом личике шрам!» прокричала Шина, указывая на ее свежий след нашей последней битвы. «Каждую чертову минуту я вспоминаю об этом унижении, и это будоражит все мое нутро». Мое лицо скривилось от потока поступившей злости. Взгляд малинового глаза был совершенно безумным. Рана на лице уже покрылась коркой, но было заметно, что ее старательно расчесывали снова и снова, вскрывая и не давая нормально затянуться. Эта поехавшая часть личности Шина выбивала из меня остатки самообладания. «Да!» засмеялась убийца, вновь нервно ощупывая свое лицо. «Это выражение лица. Ты хочешь меня убить. Я чувствую жажду крови. Так чего же ты ждешь? Убей меня. Давай!» Я встал. Часть чакры восстановилась, и теперь можно было дать отпор врагу. Рин понимала, что если я соберусь атаковать, то, скорее всего, потрачу много сил. Поэтому она старательно осматривала варианты прохода к противнику через столь узкий коридор. Все усугублялось тем, что Тамадачи лежал на полу и истекал кровью. Если мы будем медлить, то он умрет. Я посмотрел на Рин. Та утвердительно кивнула. Мы оба осознавали, что сейчас лучше вытащить нашего товарища, потому что с этой бешеной сектанткой удастся справиться лишь мне. «Что это за взгляды такие?» – вопросила Шина. «Вы чего это удумали, мелкие засранцы?» Я поняла. Хотите спасти этого придурка и тех людишек в палате. Отвлечь меня решили. Хер вам!» С этими словами она резко намотала цепь на предплечье, схватилась за рукоять клинков, что были присоединены, и замахнулась, решая нанести окончательный удар. Время будто бы для меня замедлилось. Даже если я метнусь туда, скорость этой девушки просто невероятна. Она с легкостью успеет пронзить Тамадачи и заблокировать мою атаку. Вдобавок, если это клон или подобие его, то я смогу попасть в ловушку. Однако, есть всего один вариант, чтобы нарушить ее планы. Я вновь использовал камы, давая максимальную нагрузку на зрительные нервы. Оба глаза заработали на пределе своих возможностей, выжимая чакру из моего тела. Легкая слабость прошлась волной. В висках загудело, но я быстро погрузился в темноту, перемещаясь в пространстве. Через
секунду я был рядом с Томодачи, рефлекторно выставляя меч, представив траекторию удара. Клинки Шина со звоном встретились с моей катаной. Я еще сильнее просел, ощущая, как позвоночник хрустит под тяжестью ее удара. Невероятная сила. Она что, собиралась разрубить Томодачи пополам? Ха, так и знала. Вот как тебе удалось меня одолеть. Ты переместился. Тут до меня дошло. Эта атака была предназначена не для Томодачи. Она изначально понимала, что мне удастся добраться раньше, чем удар настигнет его. Поэтому она била с такой силой, желая разрушить мою защиту. Она явно не глупа. «Не смотри на меня так, сучара!» – выкрикнула Шина, видя мою кривую ухмылку. «Эти глаза должны принадлежать Инджашину. Эта жертва будет самой великой за последнее время. Мне всего лишь нужно применить способность. Как только я сделаю свое тело и клинок неосязаемым, то вновь материализируюсь и отрублю ее руку, лишая способности атаковать. Так подумал я, но волна боли затуманила мой взор. Все вокруг стало расплываться. Секунда, вторая, и вот из глаза пошел поток слез, кровавых слез. Томно выдохнула Шина. «Это прекрасно. Река крови, что льется потоком. Блять, не умею я эту поэзию сочинять. Короче, пора вам всем сдохнуть». Рин уже приготовила кунаи, но пока мы там, атаковать было опасно, ибо Шина могла парировать их в нас. В эту минуту дверь в палату, где лежали наши шиноби, распахнулась. За своей спиной я услышал голос, который вот-вот был готов надорваться. Оки Атоко, добродушный, немного трусливый толстячок. Без сомнений, это был именно он. «Не смей трогать моих товарищей, паскуда! Техника земли, обратный муравейник!» Шина не была готова к атаке со стороны. Думаю, она даже не подозревала о существовании Оки. Ее тело тут же по пояс оказалось в ловушке в виде небольшого муравейника из земли и кладки пола. Из-за неожиданной атаки она потеряла хватку, и я, откинув ее клинки, ударил снизу вверх, отсекая кисть. Шина взвыла, выронив свое оружие. «Тебе пиздец, Жиробасина!» – прокричала она, прикладывая вторую руку к ловушке и буквально разламывая ее часть одну за другой. Оки прокричал настолько тонким голосом, что казалось, будто бы это была девчонка. «Подождите, я сдаюсь. Отпинайте, но не убивайте!» Еще пару мгновений, и Шина освободится. Черт, я все еще с трудом вижу, что происходит вокруг. Картина крайне мыльная и замедленная. «Рин, поняла?» Нам нужно было задержать Шина на месте, обезопасив остальных. Я скинул Томодачи Оки и прокричал: «Заблокируй вход и останови кровь у Томодачи!» «Но...» – хотел сказать Чунин. «Я верю в тебя!» Оки быстро кивнул и выстрелил в стену, закрывающую проход. Все происходило крайне быстро. В эту секунду Шина вырвалась, ее глаза горели жаждой убийства, но она ничего не успела. Рин уже закончила печати. «Стихия воды! Построение водяной стены!» Трубы, что проходили под кладкой, затрещали и лопнули, высвобождая огромный поток воды. Я и Шина оказались придавленными к потолку этой стихии. Открыв глаза, я увидел, как она пытается схватиться за плавающие клинки. Сила потока была мощной, что создавало неслабое сопротивление всем нашим усилиям. У меня есть не больше минуты, прежде чем кислород кончится. Рин не станет подвергать меня еще большей опасности, ведь это и так был отчаянный шаг. Шаринган все еще работал, поэтому ориентироваться в столь размытом потоке грязной воды мне было намного проще, чем Шина. Я резко оттолкнулся от стены, выставляя клинок вперед. В эту секунду я видел, как девушка почти взялась за клинок неповрежденной рукой. Удар. Я почувствовал, как лезвие пронзает плоть Шина, как в толще воды глухой крик вырвался из ее рта. Действие техники закончилось, и мы оба упали на пол. Я болезненно закашлял, чувствуя, как мерзкая канализационная вода попала куда только можно. «Обе-то!» – крикнула Рин, подбегая ко мне. «Прости, я затянулась техникой». «Ты отлично справилась, Рин», – ответил я, улыбаясь. «Она мертва?» – все еще не спуская взгляда с Шина, спросила Рин. Я ударил в сердце. Сомнений нет. Но я ошибся. Тело девушки начало разлагаться, словно куча какой-то грязи. Среди остатков блеснула бумажка с письменами. Я понял, что это значит. И тут же толкнул Рин как можно сильнее. Прогремел взрыв.
Звуки выбитых стекол, разрушенной стены. Вся эта картина мелькала перед моими глазами. Рефлекторно я защитил себя Камуи второй раз, но действие его оказалось неполным. Мне удалось защитить свое тело и голову, но вот левая рука и нога получили кучу осколков, которые прочно вошли в мою плоть. Более того, вокруг все плыло, в ушах стоял звон. Мой предел почти достигнут. Если я применю Камуи более одного раза, то навсегда лишусь зрения. Чакра внутри нервов действовала словно защитный слой, идя непрерывным потоком. Теперь же ее поступление полностью зависит от внутреннего резерва, который я почти исчерпал. Если сейчас я применю любую другую технику, то однозначно рухну без сил, если не помру. Когда сознание стало приходить в норму, в клубе дыма я заметил две мелькающие фигуры. Нет, я должен спасти Рин. Опираясь на катану, я встал, машинально двигаясь к месту боя. Дым рассеивался, и передо мной предстали две Рин. Я мотнул головой, думая, что это галлюцинация, но нет, они сражались друг с другом. Девушки наносили удар за ударом, будто бы кружась в танце. Их ведение боя было идентичным, а движения абсолютно похожи. Наконец, одна Рин уклонилась от удара кунаем, другой из разворота нанесла удар в область живота. Вторая Рин упала на землю и тут же выставила кунай, защищаясь от соперницы, что прижала ее к земле. Увидев меня, она сказала: «Обита, быстрее! Сейчас твой шанс, я ее держу!» Вторая Рин сильнее надавила, говоря в ответ: «Не слушай ее, это уловка, она полностью скопировала меня!» Рин, которую прижали к земле, отвела кунай соперницы в сторону, ударяя лбом в нос. Атакующая Рин слегка пошатнулась, и ее перебросили через себя. «Если мы так и будем бороться, то ничем это не кончится. Наши силы равны», – процедила Рин, которую прижали к стене. «Молчи, подделка!» – остановила ее вторая. Мои глаза разбегались в разные стороны. Шаринган хоть и работал на 25% от своей привычной силы, но я видел, что их потоки чакры движения все было одинаковым. Это был не просто клон, это было нечто большее. Ай, как мне узнать, кто настоящая? Что делают, в таких ситуациях? «Рин, какая твоя любимая ягода?» – спросил я. «Клубника!» – крикнули обе, не сбавляя напора, продолжая обмениваться ударами. Правильно ответили обе. Твою ж мать. Но откуда об этом знает ложная Рин? «Тогда, когда у меня день рождения?» 10 февраля. Также ответили обе. «Да чтоб тебя!» «Обе-то, времени нет на вопросы», — сказала одна. «Делай, что должен», — проговорила вторая. Легко им говорить. Что ж, если я ничего не сделаю, то поставлю настоящую Рин в опасность. Я не хочу этого делать, но, похоже, придется. «Прости, Рин», — тихо проговорил я, делая удар катаной по ним обеим. Клинок резко взмыл, приближаясь к шее первой Рин. Та же не шелохнулась, и лезвие тут же прошло через нее. Вторая Рин моментально отскочила назад, ошарашенно смотря на меня. «Что?» – выкрикнула она. «Ты?» «Вот ты!» Попалась. Язвительно улыбнулся я. Настоящий Рин посмотрел на меня, тепло улыбаясь. «Видимо, ты знал о моих способностях не так много, как моя Рин». Засмеялась фальшивка уже своим голосом. «Хитрый мелкий ушлепок. Мне и правда не дали об этом информации». Шаринган деактивировался. Мой лимит был полностью исчерпан. Фальшивая Рин злобно цыкнула языком, бросаясь в атаку. Карие глаза горели безумной жаждой крови. Я не мог увернуться, но в эту секунду настоящая Рин оттолкнулась от стены и, что есть мочи, впечатала голову соперницы ударом ноги, крича: «Ты и пальцем не тронешь обита!» Фальшивка попыталась атаковать кунаем, но Рин присела, увернувшись, затем локтем нанесла удар по локтевому сгибу, вышибая кунай из рук соперницы и тут же ударяя ее в челюсть. Противница пошатнулась и получила серию ударов в живот, однако ей удалось парировать последний, после чего она отскочила в сторону стены, где мы сражались за несколько минут. До этого мы видели, как с ее лица по кусочкам отпадает облик Рин. Правый глаз стал малиновым, оболочка медленно разрушалась. «Фу, мелкая сучка, ты же бесполезный Ренин. Какого хрена? В моей команде двое сильнейших шиноби в деревне. Думаешь, я бы хотела быть для них обузой?» Проговорила она серьезно, готовясь к атаке и заслоняя меня спиной. «Рин, не надо, не рискуй», проговорил я, оперевшись о стену. «Обита, ты всегда защищаешь меня, чтобы не случилось. Но правда в том, что я не слабая девочка. Видя то, как ты и Какаши растете ввысь, я тоже решила, что хочу защищать вас. Более того, эта девица пытается тебя отбить. Не люблю таких навязчивых соперниц», проговорила она, слегка усмехаясь. «Удивительно, как ты оптимизм сохранила. Стоп.
Ты что, ревнуешь? Возможно. Кто знает. Шина вновь приняла свой облик. Ее лицо было в кровоподтеках, а руки в синяках. Видимо, все эти техники не слабо ее истощили. Я недооценила вас. Честно говоря, думала, что девчонку казнят. Ведь ее так просто было подставить. Внутри меня что-то сломалось. В голове загудело от гнева. Это ведь твоих рук дело. Дошло до меня очевидное. Ха-ха, естественно. Это моя техника големов. Нужна была лишь капля крови, которую я получила с этой девчонки во время боя. Вот и готов образ. «Но откуда ты столько знаешь обо мне и Обита?» – воскликнула Рин. Вы же не в курсе. Тогда пусть это останется секретиком. Вы ведь все равно проебали». Я уже не слушал ее. Мой разум был полностью охвачен волной злости. Она приняла облик Рин, подставила ее и чуть не обрекла на гибель. Эта мразь была готова на все ради того, чтобы реализовать свою маниакальную наклонность. Мое тело перестало болеть и чувствовать боль. Поток чакры из слабого пламени разгорался сильнее, восстанавливая силы. В глубине души я осознавал, что это выделение адреналина открыло проявление моей истинной сущности. В прошлой жизни я жил ненавистью. Она питала меня, давала силы, смысл жизни. И, несмотря на потерю памяти, сейчас эта граница стерлась, вернув меня тогдашнего. Без слов я вынырнул из-под Рин, несясь в атаку. «Обита!» – крикнула Рин, кидая кунай на опережение. Шина едва успела отбиться от Рин, как тут же прикрылась тройным клинком, который словно послушное животное влетел в ее руку. Я игнорировал ее защиту, нанося безумные удары крест-накрест. Мои руки действовали автоматически. Я менял стойки, не давая Шине шанса на контратаку. Мне не нужен был шаринган, ибо я чувствовал каждое движение этого монстра. Самоуверенный взгляд сменился полным отчаянием. Шаг за шагом она отступала к стене. Рин не давала ей наносить удары, метая сюрикены и заставляя ее отбиваться от двоих противников. Наконец, Шина уперлась спиной в стену. «Сдохни!» – крикнул я не своим голосом. Мой клинок разломил цепь, которой она пыталась прикрыться. От столь резкого удара руки Шины взмыли ввысь, и тут же острие катаны вонзилось в ее живот. Я вгонял его все глубже, а затем повернул рукоятку. Струя крови полилась на пол. Шина безумно улыбнулась, схватилась за мой клинок и протолкнула его еще глубже. Да, вот она, жажда убийства. Ты другой. В этих глазах я вижу тысячи невинных жертв. Ты... «Заткнись!» – прокричал я, вогнав клинок максимально глубоко. Тело Шина обмякло и повисло на катане. Я чувствовал, что для меня этого мало. Мне хотелось наносить ей удар за ударом, но тут меня сзади схватила Рин. «Обита, прошу тебя, хватит! Она мертва, слышишь?» Рин повернула меня к себе и схватила за щеки. Увидев мой безумный взгляд, она ужаснулась. «Рин, я...» – ответил я, осознавая, что сейчас произошло. Рин, ни минуты не колеблясь, обняла меня, прижимая к груди. «Все хорошо, я понимаю, что ты чувствуешь. Все закончилось. Ты справился?» Я взглянул на свои руки. Они были полностью окровавлены. В голове мелькнул образ Рин, что умерла прямо у меня на глазах. Ее безжизненное тело, ярость, что я выплеснул. Именно такой она была. В ту минуту я умер, как Обита Учиха. Сзади меня послышался легкий хрип. Я и Рин с ужасом увидели, как Шина держится за клинок, которым была приколота к стене. «Убил? А что дальше?» Мы были в шоке. Из Шина все еще текла кровь, но лицо девушки было спокойным, даже радостным. Руки дергались, тихо вынимая клинок из тела. «Я должна поблагодарить тебя, ёбаный сопляк. Ты прикончил мою сестру, ибо ее присутствие я не ощущаю. Наконец-то эта сопливая сука сдохла». Когда она говорила это, я видел, как из ее теперь полностью малиновых глаз капали слезы, смешиваясь с грязью и кровью на лице. Теперь я свободна. Я достойна. «Ты не уйдешь отсюда!» – прокричал я, желая нанести еще удар. «Мы еще встретимся. Я обязательно отомщу тебе, Обита Учиха!» – процедила она сквозь слезы. Шина быстро сложила печать тигра и словно исчезла, сливаясь со стеной. Мой клинок рухнул на землю, разбрызгивая остатки ее крови. «Черт!» –
крикнул я, ударяя кулаком в стену. Она ушла. Как она выжила? Рин подошла и тихо проговорила. Каким бы монстром она ни была, я чувствовала, что она ощущает боль внутри своей души. Шина говорила про сестру. Может ли такое быть, что в одном теле две личности? Кто способен на столь ужасную вещь? Не знаю, но одно я понимаю точно. Ее целью были мы, ответила Рин, вытирая кровь с моего лица. Кто-то выдал всю информацию о шиноби, которые прибыли сюда, но кому и зачем это надо? Хотя я уже могу понять, кто это. Рин, понимающе кивнула, после чего постучала по каменной стенке, вызывая Оки. Тот рассеял технику. Чиунин сидел весь вспотевший, рядом с ним лежал, хоть и бледный, но живой Томодачи. «Я справился, капитан», – проговорил Оки, неловко улыбаясь. «Я никогда в тебе не сомневался. В самую трудную минуту ты оказался истинным героем, Оки», – ответил я, грустно улыбаясь. «Спасибо. Честно говоря, хотелось убежать отсюда, но вы, Рин-сэмпай Томодачи, рисковали жизнью, чтобы защитить всех нас. Я устал быть трусом и слабаком, поэтому и решился на этот, черт возьми, самоубийственный ход. Представляете, чуть не обделался от страха». Я кашлянул, указывая на то, что тут Рин. Она же лишь слегка усмехнулась, проводя руками, наполненными бирюзовой чакрой, по телу Томодачи. «Ты справишься, Рин? У тебя ушло немало сил на эту битву», – проговорил я, кладя руки на ее плечи. «Не волнуйся, Оки сделал за меня почти всю работу. Он и правда очень талантлив, особенно по части первой помощи. Если бы не его медицинская техника, то Томодачи давно бы погиб от потери крови». Я облегченно выдохнул, окидывая взглядом палату. Шиноби все еще лежали в тяжелом состоянии, но каждый из них был подключен к капельнице, которая, очевидно, ставил Оки. Он не бросил своего поста, даже несмотря на угрозу извне. Порой именно война раскрывает потенциал человека, выявляя его истинные черты. Кто-то становится героем, а кто-то убийцей, проникаясь жаждой крови и чувством мести. Я встряхнул головой, осознавая, что каждый мой нынешний шаг – это лишь отражение ошибок, которые я совершил, пребывая здесь. Мне надо идти. «Сейчас?» – обеспокоенно спросила Рин, смотря на мое израненное тело. «Да, я должен встретиться с Шисуи и остальными. И? Ничего. Нам нужно убедиться, что данные в безопасности». «Ты никуда не пойдешь в таком состоянии. Подожди пару минут». «Но убита Учиха. Стой на месте, понял?» – строго отчеканила Рин. «Да, в таком состоянии лучше с ней не спорить». Рин быстро закончила с Томодачи, а затем усилила поток чакры в своих руках. На ее лбу образовалась испарина. Я ощущал, что помимо того, что раны затягивались и осколки вылезали наружу, тело насыщалось силой, такой теплой и мягкой. «Рин, это твоя чакра?» «Да», – сказала она, улыбаясь и проводя руками по моей груди. «Но как?» Я же должна развиваться как ниндзя-медик. К сожалению, передача чакры очень сложная вещь, но правильно смешав ее с твоей, можно получить положительный результат. Но как же ты? Не волнуйся за меня, я полна сил, но не смогу пойти с тобой. Все люди, которых спрятал Томодачи, ранены и больны. Они все еще нуждаются в помощи. Мы останемся здесь и поможем им. А что если Шина? Начал я обеспокоенно. Вряд ли она вернется. Даже если каким-то образом она выживет, то сил на еще одно нападение у нее не будет. Думаю, за этой атакой была какая-то цель, и госпиталь – это лишь одна из точек. «Верно», – задумчиво ответил я. «Диверсии были в нескольких местах. Более того, день восстания совпал со днем нападения. Слишком это подозрительно». «Уверена, ты сможешь докопаться до истины. Хоть меня и не будет рядом, но моя чакра внутри тебя. Воспользуйся ей, так я смогу тебя защитить». После этих слов она меня обняла. Я чувствовал, что Рин не хочет, чтобы я уходил. Ее дыхание было сбивчивым, пальцы сильно сжимали мой жилет. «Рин, я вернусь, не волнуйся», – успокаивал я ее. Я знаю, просто ты так канализационной водой пропах, мне аж глаза режет». «А, я чё, так воняю?» – воскликнул я, глядя на Оки. Тот тактично отвернулся и неловко пробубнил. «Я думал, что это от меня, поэтому и молчал. От вас вовсе не пахнет, нет. «Врешь ведь!» – крикнул я, сгорая от стыда. Рин посмотрела мне в глаза и поцеловала в губы. «Будь осторожен и возвращайся со всеми живым. И я верю, тебе под силу защитить
защитить всех. Конечно, ведь я же капитан, я не позволю вам здесь погибнуть, ответил я, улыбаясь. После этих слов я помчался из госпиталя. На улице были слышны звуки бойни, где-то вдалеке. Сказав те слова Рин, я понимал, что обманываю самого себя. Нынешнее положение дел – это результат моей недальновидности. И теперь мне пора встретиться с самым главным моим просчетом и ответить за свои ошибки, даже если придется смыть их своей кровью. Продолжение следует.